Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. После длительной паузы бренд Calvin Klein вновь занимает место в расписании недели моды в Нью-Йорке, представив коллекцию осень-зима 2025-2026. Это не был громкий показ. Это не было модное шоу, на котором визжат инфлюенсеры и бликуют айфоны. Это было возвращение. Возвращение бренда, который когда-то не просто одевал Америку. Он ее соблазнял, провоцировал, пьянил ароматом свободы и юности. Бренд, определивший целую эпоху. Став символом минимализма, он обнажал, а не скрывал. Да, это Calvin Klein. 6,5 лет молчания, и вот он снова на подиуме. Снова в Нью-Йорке. Но теперь тишина говорит куда громче, чем самый эмоциональный скандал. Столь значимое в фэшн-индустрии событие состоялось в культовом строении. Местом для презентации новой коллекции было выбрано здание, где когда-то начиналась история самого Кельвина. Священная территория моды, где он построил свою империю. А теперь в качестве почетного гостя занимает место в первом ряду в окружении своих муз. Рядом с Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон, что добавило модному шоу особого шарма. Я думаю, стоит отметить еще один важный аспект. Интересно, что данная локация для показа в 90-е была офисом Кэролайн Бессет Кеннеди, работавшей в отделе по связям с общественностью. Считается, что именно здесь она впервые встретила своего будущего мужа Джона Кеннеди-младшего, когда он пришел на примерку костюма. Впрочем, сегодня разговор не об этом. Перед началом модного действа в воздухе буквально звенело, как натянутая струна, напряженное ожидание старта дефиле. Оно и понятно, всех волновал лишь один вопрос. Бренд наконец-то воскреснет после долгого перерыва или окончательно растворится в безликом масс-маркете? Прогнозы звучали самые разные. Однако появление в руководстве компании нового креативного директора Вероники Леони перевернуло общий сценарий. Ведь она, оставаясь верна духу бренда, не стала играть в архивы, как в музей. Она вдохнула в них жизнь. Дизайнер, у которой за плечами работал Джилл Сандер, The Row, Селин, пришла не копировать, а понимать. Ее нынешняя коллекция не цитата, а продолжение мысли. Мысли Кельвина Кляйна. Открывающие показ образы были словно вырезаны из стали. Строгие жакеты, длинные пальто, юбки-карандаши, офисные рубашки и деловые костюмы. Минимализм? Да. Но не сухой, не стерильный, а тот, что дышит, движется, запоминается не криком, а паузой. Вероника работает с тактильностью тканей, с формами, которые хочется ощущать, расстегивать, разворачивать. А еще цвет. Черный, серый, белый, немного крема и хаки. И все. В мире, где игра оттенков – это часто способ отвлечь внимание от отсутствия идеи, монохромность от Леони звучала как вызов. Хотя модные критики назвали такой гардероб на фоне общей картины слишком взвешенным и каким-то стерильным. Но я бы не стала судить так однозначно. Ведь в коллекции есть заметные вкрапления винных, коралловых, огненно-красных оттенков. Есть приятный взгляду синий деним и стильный клетчатый принт. Не упустила возможность дизайнер добавить архивных деталей. Например, балетки с открытой пяткой. Почти точную реплику модели 90-х. Или сумку-клатч в форме флакона популярного аромата. Но все же это был не тот Calvin Klein, который мы знали. Перед креативным директором и не стояла задача создать точную копию из прошлого. Сегодня дизайнер сделала ставку на чувственность, только обернула ее в ткань. Теперь сексуальность модного образа заключена не в картинке, а в прикосновении шерсти, хлопка, кашемира и шелка. В намеке кроя, в том, как пальто обнимает тело, а не в том, как платье его оголяет. Одни поклонники марки восприняли это как эволюцию, другие – как предательство ДНК бренда. Уж очень все сдержанно, скромно, без кричащих деталей. А может, в этом и кроется главная провокация? Потому что, когда весь мир моды перегружен формами, цветами, драмой, выйти вот так в белом зале, в тишине, в минимализме – это и есть дерзость. Это и есть смелость и риск. Возможно. Только вот сработало не для всех. Ведь Calvin Klein всегда был не просто про стиль. Он был про культурный шум, про границы и про их нарушение. В этом понимании новая коллекция, гармоничная, утонченная, безупречная по крою, оказалась уж слишком аккуратной, слишком хорошо воспитанной.
Правда, в одном сомнений нет – это всего лишь начало. Не кульминация, а пролог. Не финал, а только старт, приглашение к диалогу. И нам с вами, друзья, теперь предстоит понять, вернется ли бренд, каким его знали, любили, или появится новый, спокойный, без скандала и шума, но с острым как лезвие взглядом. С большим интересом жду все ваши версии в комментариях к видео. Приятного просмотра, хорошего продуктивного дня, добрых позитивных эмоций и солнечного настроения!